Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Здесь мы с вами не только вяжем, но и учимся, обсуждаем, потом переходим в мои чаты в Телеграме, или в сообщество в ВК, или еще куда-нибудь, там, где вам удобно встречаться со мной и заниматься нашим любимым с вами делом. Мы вяжем всякие интерьерные штуки. Это пледы, ковры, подушки и все-все-все, что делает наш дом уютным. Все ссылки на все мои социальные сети вы найдете в описании к этому видео, и там же вы найдете ссылки на Boosty и VK Donut. Это на случай, если вы хотите меня поддержать и получить доступ к эксклюзивному контенту. В этом видео мы с вами будем заниматься розами. Да-да, мозаичными розами, причем в квадрате. Что это такое? Давайте посмотрим подробнее. Вы знаете, что больше всего в узорах я люблю геометрию, особенно если она четкая, повторяющаяся и не очень большая. Но иногда нет-нет, да и тянет на какие-нибудь растительные орнаменты. Вы помните, мы с вами вязали цветочный курс. Это был плед, а можно было вязать и подушки, где я собрала много-много разных растительных орнаментов. Мы их с вами так располагали сверху вниз, чтобы они спускались, чтобы получить такую интересную дизайнерскую штуку для интерьера. Так вот, цветы меня не отпустили все-таки, и на этот раз я обратила свое внимание на розы. Я взяла один филейный орнамент, мне понравилось, что он вписан в квадрат, а еще и в ромб. То есть это квадрат в квадрате, как я люблю. Что в итоге получилось? Получился вот такой вот мотив, который на самом деле можно вязать и из центра, и по прямой. Можно размножить его в большом полотне, большое полотно тоже можно вязать и из центра, и по прямой. Это очень красивый получится проект, но сложный. Тут сразу нужно понимать, что это правда сложное вязание, особенно если вы будете вязать его из центра. Как вы можете заметить, рисунок не симметричен относительно центра, то есть все 4 сектора вяжутся по-своему, по своей схеме. Эта задача не для слабонервных, поэтому если вы пока что в центровом вязании не спец, попробуйте на более простых схемах. Но если вы человек азартный и руки чешутся, то я всегда говорю, надо вступать в бой, не раздумывая. Сегодня в этом видео я хочу с вами как раз начать один из квадратных элементов, чтобы вместе с вами пройти самый сложный путь, когда мы возьмем в руки нитки и крючок и свяжем с вами вместе несколько рядов. Дальше вам будет уже полегче, хотя бы психологически. Итак, начнем. Итак, я взяла первую схему для вязания. Это квадратный элемент, он в файле, который вы найдете в описании к этому видео, называется «Квадрат малый», по-моему. Там сама роза развернута стеблем вниз. Пока по связанному мной уже образцу этого еще не видно, но что уже видно? Что здесь, в этом проекте, очень важно вязать центровую мозаику без диагональных линий. То есть при вот этом увеличении полотна, при прибавках по его 4 углам, диагональных линий видно быть не должно. Поэтому мы будем здесь пользоваться прибавками по 3 петли, как мы с вами делаем уже в десятках примерно последних моих видео. Чтобы рисунок, чтобы наша роза, она была на полотне гармонична, и чтобы казалось, что это полотно связано прямыми обратными рядами, а не из центра. Еще я вам рекомендую вязать все-таки из тонких ниток этот мотив, потому что это вафельная мозаика, здесь очень много таких вот квадратных элементов, поэтому сам рисунок, если вы хотите, чтобы он уместился в какие-то обозримые размеры, лучше вязать пряжей чуть тоньше, чем обычно. Для меня это тонкая пряжа, это хлопок. По-моему, здесь я вам поточнее напишу и марку пряжи, и ее технические характеристики. По-моему, здесь в 50 граммах 125 метров. Мне кажется, я вяжу крючком номер 4. Я связала чуть больше 10 рядов. Рисунок еще слабо узнаваем, но тем мне интереснее и азартнее вязать дальше. Надеюсь, вам будет тоже. Но сейчас я вам покажу начало этого вязания на пряже толстой, чтобы вам было проще увидеть все технические моменты. Итак, у меня толстая пряжа и толстый крючок. Теперь давайте посмотрим на схему. Мы видим в центре схемы 0 и дальше цифрой 1 обозначен первый ряд, в котором у нас 8 столбиков. Поскольку мы в волшебное кольцо, которое у нас обозначено на схеме 0, набираем эти 8 столбиков, то цвет нити, с которой мы начинаем, очень важен.
А именно, если мы хотим, чтобы во втором ряду у нас были уже столбики белого цвета, это значит, что и кольцо, и первый ряд нам нужно связать, соответственно, цветом вторым, контрастным, то есть в моем случае вот таким вот синим. Итак, я начинаю, как обычно, с волшебного кольца, и в это кольцо я провяжу 8 столбиков без накида. Провязали 8 столбиков в кольцо, соединяем ряд и присоединяем нить контрастного цвета. Смотрим на схему, переходим на второй ряд. И во втором ряду мы видим уже крестики. Тут смотрите, какая история. По идее, крестики нам здесь, а именно столбики с накидом, опускать будет некуда, кроме как в центр нашего кольца. Если вы такое любите, умеете и практикуете, то вы можете это сделать. Но я не люблю опускать столбики с накидом в центр волшебного кольца, поэтому я во втором ряду не буду делать никаких столбиков с накидом. Что я делаю? Вяжу одну воздушную петлю, в первый столбик вяжу 2 столбика без накида. Все как обычно мы делаем с вами в центровой мозаике. Дальше в следующую петлю 1 столбик без накида, дальнюю стенку, как обычно. В следующую петлю 3 столбика без накида. Далее столбик без накида. В следующую снова 3 столбика без накида. Это наш третий угол. Следующая петля опять столбик без накида. Четвертый угол. Еще один последний столбик без накида. И поскольку мы начали с 2 столбиков здесь, нам не хватает третьего. Провяжем его и соединяем ряд, соединяем в центральную петлю нашего первого угла. Готово. Переходим на нить контрастного цвета и начинаем вязать третий ряд. Что у нас на схеме? В третьем ряду после центрального столбика у нас 1 столбик без накида и дальше уже крестик, то есть столбик с накидом. Одну воздушную петлю я уже сделала. Дальше в центральную петлю предыдущего ряда вяжем столбик без накида центральный. Накидываем здесь нить контрастного цвета, чтобы сделать невидимый шов сзади. Это центральный столбик. Дальше 1 столбик без накида тоже в этот центральный пойдет. И следующий у нас столбик с накидом. Провязываем его в центральную перемычку предыдущего синего ряда. После него у нас остается 1, 2, 3 столбика до центрального. 1, 2, 3 столбика. Провязали. Это мы закончили вязать первый сектор. Смотрим теперь на левый сектор нашей схемы. Вяжем центральный столбик сейчас. Провязали. Теперь, что у нас по схеме дальше в левом секторе? Ни одного крестика у нас нет, поэтому мы просто вяжем столбики без накида. Чтобы себя проконтролировать, посчитаем. У нас тут их 1, 2, 3, 4, 5 штук. То есть вот центральный. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Провязали первый сектор, второй, переходим к нижнему третьему сектору. Что мы там видим? Мы там видим 1 крестик ближе к концу. То есть сейчас мы провяжем центральную петлю, после нее 3 столбика без накида. То есть вяжем центральную. Дальше первый столбик на этой стороне, он же будет связан опять в угол. 1, 2, 3. И вот на 4-м месте мы вяжем столбик с накидом, опускаем его в центральную перемычку предыдущего ряда синего цвета. Провязали. Дальше видим 1 столбик без накида и дальше угловой уже. Значит, в центральную петлю вяжем 1 столбик, завершающий этот сектор. Дальше в ту же петлю центровой и переходим на наш, какой он у нас сектор получается, правый.
Мы связали первый, второй, третий, вот четвертый у нас будет с правой стороны. Что мы видим там? Видим два крестика. Где они? Давайте смотреть. Мы сейчас связали центральную нашу петлю. После центральной один столбик без накида, он будет опять же связан в эту центральную петлю. Дальше столбик с накидом. Опускаем его в ту же перемычку. После этого столбика один столбик без накида. Дальше по схеме один столбик снова с накидом. Снова опускаем его в перемычку. После него один столбик без накида, который у нас будет провязан в центр нашего первого, собственно, угла. Его там как раз не достает. И можем завершать этот ряд. Завершаем, как обычно, в центральную петлю угла. Вот что у нас получилось по итогам третьего ряда. Переходим к четвертому. Смотрим на схему. В этом ряду у нас крестик в первом секторе только в конце. То есть после центрального столбика у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Вяжем центральный столбик. Дальше 5 столбиков без накида. Первый из них будет опять в центр, в наш угол. Раз, два, три, 4, 5. И на шестом мы делаем столбик с накидом опять в центральную перемычку. Дальше один столбик у нас остается без накида, мы уже в углу находимся. Вяжем еще один столбик сюда, центровой, и переходим на левый сектор. В левом секторе у нас сразу же начинаются столбики с накидом, после провязывания, конечно, одного в углу недостающего. Так, дальше сразу вяжем первый столбик с накидом, затем один столбик без, потом снова один столбик с накидом, один столбик без накида и завершающий столбик с накидом в перемычку. Провязали. Дальше недостающий один столбик без накида, туда же центральную петлю, и смотрим, что у нас теперь происходит в нижнем секторе в четвертом ряду. В нижнем секторе у нас после столбика без накида идут попеременно столбики с накидом. То есть один столбик в угол без накида, дальше столбик с накидом, один столбик, столбик без накида и снова столбик с накидом. Дальше у нас по схеме 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дошли до угла, провязали один центральный в углу и смотрим, что у нас происходит в четвертом ряду, в последнем секторе. Крестиков у нас нет, поэтому мы просто вяжем на всем протяжении ряда столбики без накида. Последний столбик провязываем в угол и соединяем, чтобы завершить этот ряд. Мы готовы перейти к пятому ряду. Делаем воздушную петлю и смотрим. В пятом ряду после центровой петли, сейчас мы ее провяжем. Дальше у нас столбик без накида, он туда же пойдет, в этот же угол. Раз, и дальше столбик с накидом, соответственно, опускаем его в центровую перемычку предыдущего синего ряда. Снова столбик без накида и опять столбик с накидом. Повторяем то же самое, столбик без накида и столбик с накидом. Дальше в этом ряду у нас уже крестиков нет, соответственно, у нас остается до центровой петли 3 столбика без накида. 1, 2, 3. С верхним сектором в пятом ряду закончили. Дальше в угол провязываем столбик без накида. Мы связали вот верхний сектор. Переходим теперь к сектору
левому. В левом секторе у нас крестиков нет, поэтому мы вяжем просто столбики без накида на всем протяжении этого ряда. Провязала вот этот сектор, одну центровую, смотрим. То есть вот у нас верхний связан, левый, смотрим теперь на нижний. В нижнем секторе после центровой петли у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, и дальше уже идет столбик с накидом. То есть 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, 1 столбик с накидом. Контролируем себя заодно и смотрим, что у нас столбик над столбиком расположен, ну и на схеме точно так же. Дальше 1 столбик без накида и 1 снова с накидом. Дальше до конца ряда у нас остается столбик без накида. Делаем центральный и переходим к заключительному нашему 4 сектору. В 4 секторе, в 5 ряду у нас все столбики с накидом, начиная с углового. Ну, конечно, они там перемежаются столбиками без накида, идут не подряд. Итак, 1 связали, 1 столбик без накида, 1 снова с накидом, 1 без, 1 столбик с накидом, 1 без, и заключительный столбик с накидом и столбик без накида в угол. Соединяем ряд, не забываем, и получаем вот такое вот полотно. Здесь 5 связанных рядов. Я надеюсь, что сам принцип вам понятен. Я просто хотела вам придать некоторого пинка к этому проекту. Помните, что схема несимметрична относительно своих секторов, поэтому сверяйтесь с картинкой, кладите перед собой полотно и смотрите, получается ли то, что нужно по картинке, действительно ли там, где у вас столбик над столбиком, также нарисовано и на картинке. И если вдруг что-то не так сходится, то надо проверять, правильно ли вы провязали в данном конкретном случае. Контролируйте себя по количеству петель на сторонах. Тоже очень важно, чтобы не пропустить нужные. И самое важное, опускайте столбики вот здесь на углах в центральную перемычку, чтобы добиться как раз эффекта невидимых диагональных линий. Очень надеюсь, что вы возьметесь, свяжите хотя бы несколько рядов, чтобы понять, сможете, не сможете, интересно, не интересно. И переходите обязательно по ссылке, которую вы найдете в описании к этому видео, и на чат, где мы все собрались, чтобы заниматься этим проектом, и на файл со схемами. Схем там несколько. Выберите себе ту, которая вам пока что по силам. Есть поменьше, есть уже схемы побольше. Поэтому попробуйте сначала, в любом случае, это центровое вязание, вам не нужно будет обрезать нить. Так что вы можете попробовать разные варианты. И, кстати, в чате вы увидите, как мы уже экспериментируем с цветом. Какие цветовые сочетания, как ложатся в этих розах. Очень надеюсь, что вы возьметесь за этот проект. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как продвигаются ваши дела. Ну и, как обычно, приятного вязания. Будьте здоровы. Пока-пока.